Ребята, всем привет, меня зовут Максим, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан. Сегодня у нас новое видео, самое интересное и, наверное, видео, которое вы ждали. Так как сегодня в видео я вам буду рассказывать о моих дисках на PlayStation 3. Мало кому я рассказывал то, что у меня появилась новая приставка, но некоторые подписчики знают из сторисов из Инстаграма. Я там снимал это, и поэтому оттуда вы, в принципе, и знаете то, что у меня появилась новая PlayStation. Раньше я снимал обзор дисков на PlayStation 2. Все, надеюсь, все посмотрели. Если не посмотрели, будет ссылочка в описании. Вот. Ну, это... Давай сейчас с вами поговорим о самой приставке. Приставка очень хорошая. Она стала лучше на много раз. Второй. Потому что в ней появился интернет. На ней можно просматривать YouTube, можно просматривать в интернете какие-то статьи читать, или там что-то еще делать. Ну, в общем, у нее много всяких фишек появилось, в отличие от второй PlayStation. И в ней можно как бы выходить прям полноценно в интернет, смотреть какие-то статьи, читать книги про что-то там, смотреть на YouTube какие-то видео. То есть интернет на ней ловит, игры можно скачивать, покупать. Вот. Там есть свой маркет. Многие знают уже это. Давайте уже приступим к обзору дисков. Сейчас я вам покажу все мои диски, которые накопились. Вот такие вот диски. Надеюсь, что вам их сейчас видно. Сейчас я вам буду их показывать. Не забываем подписываться на канал. Давайте смотреть. Первый диск называется «Одни из нас». The Last of Us. Игра года. Вот такой вот у нас диск. Это диск про апокалипсис, так скажем, который нашествие зомби каких-то появилось. Или... Да, человек там завоевали зомби, начали кусаться, как у нас коронавирус, поэтому мне стало интересно поиграть в эту игру, и она очень интересная, кстати. Там пытаешься как-то выжить в этой игре, чтобы тебя не захватили зомби. Там все начинается от девочки, которая просыпается и видит, что ее нового папы нет, он ушел на свою работу, его вызвали, он работает там каким-то военным, вот. В общем, игра интересная, я всем советую в нее поиграть. В общем, там какая-то вражда будет. Так вот она выглядит с другой стороны. В общем, интересная. Более подходит для, ну, таких возрастов, как я. 18+, здесь ограничения. Дальше Лего Мстители, Marvel 6+. В нее играет моя сестра и мой брат. Я в нее не играю. Ну, там Лего, да, Лего, там за Лего играть. Лего Мстители, все по мультику сделано. Супергерои там есть. Ну, в общем, проходить бегалки какие-то, в общем, вот. Я в нее ни разу не играл. Следующая игра у нас Gran Turismo 6. Six. The Real Driving Simulator. Симулятор автомобиля. Тоже очень нравится мне играть в этот симулятор, потому что, ну, естественно, тут 6+ тоже стоит. Там гонки всякие, на всяких дистанциях разных. В общем, PlayStation Network полностью на русском языке, как и игра «Одни из нас». Она тоже полностью на русском языке. Весь мир ваша трасса. Вы можете проходить любые дистанции, покупать машины, все, что только вашей душе угодно. Вот так вот она выглядит с другой стороны. Разрешение у нее HDD. Так, разрешение 720 или 1080 разрешение. Следующая игра GTA 5. Наверное, известна уже всем на данный момент. Я в нее практически играю всегда. Вот реально, практически всегда я в нее играю. Это моя самая любимая игра. Но тут я больше играю в GTA Online. Иногда прохожу одиночную часть, но это иногда вот так вот. Там 3 игрока в одиночной игре в сюжетке. Там нужно проходить миссии всякие. Миссии там по выполнению ограблений банка. Там езда на машине. Кого-то нужно куда-то довести. Помочь другу там. Ну, вот такие вот интересные миссии. Поиграйте в игру. Кстати, диск стоит на игру 1000 рублей. 1000 или даже некоторые 2000 стоят. Диски дорогие.
следующее. Что-то камера у нас с вами трясется, ребята. Следующая у нас игра называется... Что-то я не могу почитать. Raise Some Hell. В общем, какой-то бокс, да, в составе издания две версии Терминатор. Это Терминатор. Вот такой вот. Я в нее еще не играл, скажу вам честно. Еще не играл в нее. Собираюсь поиграть в скором времени. Там, судя по всему, нужно драться. Озвучка на русском языке есть. Поэтому тоже на русском языке игра. Следующая. История игрушек. Pixar, Disney. Я в нее тоже не играю. Мне тоже играют маленькие дети. Вот как она выглядит с другой стороны. Ну, история игрушек сделана по мотивам Disney, Pixar. Тоже очень интересная игра. Я видел, как играют. Сам даже иногда сидел, проходил миссии. Ну, интересная игра довольно-таки. Там нужно проходить за всяких человечков, так сказать, игрушечных. Проходить всякие миссии. В общем, миссии всякие интересные там есть. Классная игра. Следующая. Flight Night. Чемпион. Такой вот диск. Вот это тоже боксерская игра. Я в нее играл, она интересная. Там выбираешь какую-то дистанцию, опять же. Выбираешь игрока, с которым ты будешь играть, и играешь с ним. Можно также по онлайн играть, или можно играть в одиночную игру, выбирая игроков. Так вот она выглядит с другой стороны. Ну, нормальная игра, 16+, для старших детей 16 лет. Следующая, наверное, игра тоже всем, наверное, знакома. Это игра FIFA 15. Хоккей. Ой, футбол, извините. Это 16 или 19, по-моему, там хоккей. Я в нее играл. Там футбол. Исключительно футбол. У нас же есть такая штука белая, которой ты стоишь и типа мячом типа держишь его в руках, кидаешь его там куда хочешь. Вот. Классная штука. Классный аппарат. Да, там можно ощутить настоящую игру футбола, поэтому всем советую игру. Всем советую. На русском языке она также идет. Следующая игра Assassin's Creed. Черный флаг. Эксклюзивное издание для PlayStation 3, включая 60 минут эксклюзивного геймплея. 60 минут игра идет, так же как и одни из нас. Ну тут вообще-то все игры идут практически час один. Вот такой вот у нас. Я еще ни разу не играл в Assassin's Creed. Не могу правильно назвать название. Игра, ребята, в общем, хорошая. Всем советую. И у нас осталась одна игра. Она от того же производителя, что и История игрушек. Получается у нас игра День спорта, праздник спорта 2. Есть часть первая, но нам она не нужна. Вот так вот эта игра выглядит. Я в нее играл, но это не игра, это как бы разминка. Ну, утром, когда встаете, делаете какие-то упражнения. Это вот вообще вот это класс, потому что здесь все упражнения включены полностью на русском языке. Там просто говорят, что нужно делать, показывают вам какие-то упражнения, вы должны за ними повторять. У вас эта белая штука будет в руках, камеру на себя направляете, которая включена к PlayStation 3, и показываете. И вам там будет все засчитываться. Это все мои диски, которые у меня есть. 10 дисков у меня есть, получается. Мы сегодня с вами все их прошли, и я могу сказать, что очень хорошо, что мы с вами все сегодня их успели рассмотреть за такое короткое время, потому что, зная себя, я бы вам о них рассказывал и рассказывал. Вот. Всем советую PlayStation 3, потому что это PlayStation хорошая, и геймплей у нее хороший, качество хорошее, поэтому всем советую. Игры тоже хорошие, которые я вам показал. Ну, хотя бы одни из лучших игр, которые на PlayStation 3 есть. Естественно, есть еще очень много игр, которые присутствуют на ней, которые я бы хотел себе купить и куплю, наверное, в скором времени, и проведу вам летсплей. Если хотите летсплей по каким-то играм, пишите в комментариях, я обязательно сниму. Ну вот и все, ребята, это было все, и всем пока-пока. Увидимся в следующих видеороликах. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. С
Скоро встретимся.